Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила одну из жемчужин азербайджанской национальной кухни – листовой хингал. Ну, а если по-русски, то листовой хинкал. И не следует путать листовой хинкал с грузинским хинкали, одним из наиболее популярных в постсоветских странах блюд, так как азербайджанский листовой хингал и грузинская хинкали – это существенно разные типы блюд. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом неимоверно вкусного блюда листового хинкала вместе. Итак, в первую очередь готовлю тесто. Как всегда, под посуду, в которой буду месить тесто, застилаю силиконовый коврик, чтобы посуда не шаталась при работе и не отвлекала меня. Коврик можно заменить влажной салфеткой. Просеиваю муку, сюда же насыпаю соль, добавляю воду и замешиваю достаточно крутое тесто. Сегодня в тесто не буду добавлять яйцо, потому что я сегодня готовлю двойную порцию. Примерно одну порцию листового хинкала сварю сейчас, а вторую порцию отправлю дочке, и будет им вкусный полуфабрикат на все случаи. Такой полуфабрикат можно будет использовать в течение 2-3 месяцев. Именно поэтому в сегодняшнее тесто я не кладу яйцо. Идем дальше. Замешиваю тесто. Сперва замешиваю тесто в посуде, затем для удобства перехожу на поверхность и замешиваю достаточно крутое тесто на столешнице. Муки на 1-2 столовые ложки, можете уйти больше или меньше. В этой связи хочу отметить, что список и количество всех ингредиентов периодически вы видите и еще увидите на ваших экранах. Эту же информацию я оставлю внизу под видео только на одну порцию. Но я готовлю сегодня двойную порцию. Друзья, на приготовление теста уходит примерно 15 минут. И это самая трудоемкая часть работы в приготовлении хинкалы. Дальше все как по маслу. Придаю тесту форму рулона, колбасы и разделяю его на 8 примерно одинаковых частей. Затем придаю им форму колобка. Хорошенько укутаю их, чтобы тесто не высыхало. После даю тесту отдохнуть 10, максимум 15 минут. Примерно через 15 минут начинаю раскатывать тесто. Щедро насыпаю поверхность мукой, чтобы тесто не прилипало к столешнице. А раскатываю тесто достаточно тонко, толщиной примерно 2 мм. Затем нарезаю их на достаточно большие кусочки размером 7 на 12. Вот примерно так. Честно говоря, это не принципиально важно. Иногда кусочки могут получиться даже квадратными. То есть на глаз. Вот все на глаз. А для резки теста можно использовать нож, даже ножницы. Я применяю пиццу-резку. Очень удобно. Рекомендую. Друзья, вот если готовить хинкалы на текущий день, вернее, для текущего обеда, то нарезанные хинкалы тут же можно и даже нужно отправить в кастрюлю с кипящей водой. Но так как я сегодня готовлю еще и полуфабрикат из хинкалы, то я расстилаю их на скатерть и хотя бы на маленьком расстоянии друг от друга. Ни в коем случае нельзя раскидать хинкалы скомканно, иначе они испортятся. А если точнее, то на следующий же день покроются плесенью. Да. Еще такой момент. Тесто для хинкалы, которое отложите для полуфабрикатов, для заготовок, можно раскатать чуть толще. Но не так, чтобы очень. Примерно толщиной в 3, максимум 4 мм. Все, первую партию отправила сушиться. Дальше как на конвейере. Вслед за первой партией остальные колобки тоже раскрываю, нарезаю и раскладываю их на скатерти. У нас в Азербайджане тесто раскрывается ухловом.
возможно, экзотической для многих из вас скалкой. Но уверяю вас о том, что такое тонкое тесто вполне можно раскатать и с помощью известной для многих скалкой. Но тут технологии как бы разные, вернее, они отличаются чуть-чуть, но конечный результат одинаков, поверьте. Хочу отметить, что, несмотря на то, что хинкал любят многие, и малые, и большие, но, к сожалению, не все любят готовить хинкал. Многим кажется, что это целая возня. Отнюдь. Это не так. А если приготовить полуфабрикат из хинкала, то это может стать безумно вкусной палочкой-выручалочкой для любой хозяйки. Для любого, кто любит и умеет возиться с тестом, приготовление листового хинкали ничего не стоит. А сушеные листовые хинкали, заготовки желательно надо хранить в какой-нибудь стеклянной посуде. Но это уже, чтобы тесто не брало в себя посторонние запахи. Я обычно храню сушеные листовые хинкали, заготовки в фарфоровой супнице. Все. Я тесто как для сегодняшнего обеда, также и для полуфабрикатов полностью раскатала, нарезала и раскидала на скатерть. Теперь перехожу к другим ингредиентам. Полукольцами нарезаю 3 больших луковиц, чуть-чуть солю лук и мну его. Отчего лук становится вялым и благодаря чему он отлично прожарится. В горячую сковородку закидываю добротный кусок топленого масла, затем насыпаю сюда весь лук и жарю его до золотистого цвета. Нет, масла все-таки маловато. Добавлю сюда еще немного оливкового масла. А пока жарится лук, подготовлю чесночный соус. 3 небольших зубчика чеснока натираю на мелкой терке и отправляю его в катык. Катык можно заменить 10-15% сметаной. А если хотите, чтобы чесночный соус получился менее жирным, то катык можно заменить кефиром. Чесночный соус солю и пока оставляю его в сторонке. К этому моменту лук уже обжарился. Потихонечку приближаемся к финишной прямой. Насыпая соль в кастрюлю с кипящей водой, мешаю и туда же отправляю хинкалы. Друзья, я специально варю сушеные хинкалы, но как бы заготовки, полуфабрикаты из хинкалов, чтобы наглядно показать, что сушеные хинкалы ничем не уступают свежим, только что нарезанным хинкалам. Варю хинкалы 15-20 минут, достаю их шумовкой, кладу в большую широкую тарелку, сверху накладываю обжаренный до бледно-золотистого цвета лук, на него же обжаренный мясной фарш и заливаю хинкалы чесночным соусом. При желании лук можно обжарить с курицей, с отварными кусочками баранины или говядины. Я очень редко так делаю, если честно. Вот и сегодня в отдельности обжарила лук, а мясной фарш для сегодняшнего хинкалы просто заранее достала с морозильника и подогрела его в микроволновке. Видеорецепт о приготовлении мясного фарша полуфабриката уже есть на моем канале. Ссылочку оставлю внизу под видео. Так что советую туда тоже заглянуть. Очень полезное видео. Ну что, друзья, неимоверно вкусное блюдо. Одна из жемчужин азербайджанской национальной кухни – листовой хинкал готов. Обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких. Листовой хинкал можно смело подавать как к семейному обеду, так и солидному застолью. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения и побольше приятных поводов для застолья. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.